Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Я рада вас приветствовать. В этом видео я покажу вам мастер-класс по вязанию вот такого прелестного мышонка, закладку мышонка для книг. Итак, давайте приступим к мастер-классу. Нам понадобится пряжа. Я буду вязать из пряжи Лира, Vita Cotton. Пряжа для ручного вязания Лира. Здесь 60% хлопка и 40% акрила. В 50 граммах 150 метров. Крючок у меня 1,5. Также нам понадобится немножко белого хлопка, ну какой-то пряжи белого и черного, для того, чтобы мы носик сформируем из черной пряжи, сошьем, вышьем, и глазки. Итак, берем основной цвет, дополнительно пока убираем, берем основной цвет и набираем 80 петель. Я набрала цепочку из 80 воздушных петель, в длину получилось 25 сантиметров. Сейчас мы будем вывязывать сначала хвост, а потом начнем вывязывать тело. Итак, первые 10 петель, в каждую петлю нам нужно провязать по 2 столбика без накида. В каждую петелечку вяжем. То есть в общем провяжем 20 петелечек, по 2 столбика в каждую петлю. Первые 10 петелечек. Я провязала первые 10 петелечек в каждую петлю по 2 столбика. И смотрите, наш хвостик начал закручиваться. За счет того, что мы делали прибавки. У нас кончик будет вот такой немножечко закручен. Сейчас до конца ряда все оставшиеся петелечки мы должны провязать обычными столбиками без накида до конца ряда. Провязываем в каждую петлю столбик без накида до конца ряда. Уже без прибавок. Все, провязала я первый ряд, и кончик у нас, видите, уже такой с завитком. Делаем одну воздушную петлю и поворачиваем вязание. Воздушная петля, и сейчас у основания 14 петелечек мы возьмем, и это и будет наше тельце нашей мышки. Поворачиваем вязание, провязываем 14 столбиков без накида в каждую петелечку. 1, 2, 3, то есть прям через все, да, вот сюда вводим крючок через 2 петли, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. В этом ряду мы убавление делать не будем. Также воздушная петля подъема и поворачиваем вязание. Все, основание у нас заложено. Наши мышки, вот оно основание. В следующем ряду нам нужно убавить петельки. Мы убавляем, вводим крючок в первую петлю, захватываем рабочую нить, вытягиваем и, не провязывая, вводим в следующую петлю. Теперь у нас 3 петли на крючке, нужно провязать через 3 петелечки вместе. Таким образом мы сократили одну петлю. Сейчас и справа, и слева нам надо по одной сократить. Здесь справа мы одну сократили. Провязываем до конца ряда. И в конце таким же способом мы провяжем также 2 петелечки в одну. Одну сократим. И у нас в этом третьем ряду, да, уже получается, будет уже 12 петель. То есть третий и четвертый ряд мы провяжем 12 петель. В третьем ряду мы сделали убавку, а четвертый ряд провяжем просто для подъема. Вот мы видим, что у нас осталось 1-2 петли. Также вводим крючок, захватываем рабочую нить и вытаскиваем ниточку. И в следующую петлю, в последнюю, вводим, захватываем рабочую нить и провязываем через 3. Вот такой способ убавления. Смотрите, как у нас плавно тело начало убавляться. 1 воздушная петля. Следующий ряд провяжем 12 столбиков без накида в каждую петлю без убавлений и прибавлений. Да? Последняя, 12. Провязали 4 ряд, 1 воздушная петля. Теперь 5 ряд. В 5 ряду мы также делаем убавку.
по 2 петли. Одна петля здесь, справа, одна слева. Вводим крючок, захватываем рабочую нить и выводим. Провязываем через 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, так, 8, 9 и последние 2 петли сокращаем. Так, и через 3. Следующий ряд, также 10 петелечек, провязываем просто все петельки, столбики без накида. Последняя 10-я петелечка, 1 воздушная петля подъема и поворачиваем вязанием. В этом ряду получается у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6 ряд. Сейчас будет 7. В 7 ряду мы будем также вязать 8 петелечек, то есть из 10 сделаем 8, сделаем бабочку справа-слева. В 8 ряду провяжем 8 петелечек, в 9 сократим и получится 6 петелек, и в 10 также провяжем эти 6 петелечек. Провязываем еще 4 ряда с убавочками, сейчас убавляем до 8, а через ряд до 6 петелек. Все наше тело сформировано. Мы провязали 10 рядов. Здесь вот, если четно, хорошо это видно. Итак, давайте дальше вывязывать нашу головку. Головку нашей мышки. Следующий ряд нам нужно сделать прибавочку справа и слева. Мы делаем 1 воздушную петлю, подъемы и поворачиваем вязание. В первую петелечку вяжем 2 столбика с накидом. Такая будет здесь прибавка, когда по одной петелечке. Одну петлю мы привязали справа. Провязываем 5 петелечек, вернее 4, да, в 5-ю будем в последнюю также делать прибавку, чтобы у нас уже пошло расширение на голову. То есть в последнюю петлю я также вяжу 2 столбика без накида. Все, провязала, делаю воздушную петлю, подъем. Смотрю, здесь у меня хвостик, то есть здесь будет формироваться затылок мышки, а здесь пойдет длинная мордочка. Значит, поворачиваем вязание, с этой стороны также в первую петлю делаем прибавочку, 2 столбика без накида в 1 петелечку провязываю. Провязала, провязываю до конца ряда. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 петель. 9 петель. И набираем воздушных петель 7 петелечек, чтобы у нас в ряду было 16 петель. Набираем 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 петелек набрали. Поворачиваем вязание. Теперь в каждую петлю вяжем столбик без накида до конца ряда. В каждую петелечку, то есть в каждую петелечку косички мы провязываем столбик без накида за заднюю стенку. У нас получится 6 из косички и 9 из основного ряда, поэтому будет 15 петелечек в ряду. Так, сколько у меня уже? 1, 2, 3, 4, 5. Вот еще одна, 6-я. 6-ю провязали из воздушных петель. И дальше 9 мы провязываем здесь у нас в ряду. И в конце сделаем прибавочку. И тогда у нас получится, что 16 получится петелечек в ряду. Довязываю до конца и в последнюю петелечку провязываю 2 столбика без накида. 1 и в последнюю 2. Вот так. Смотрите, какая мордочка длинненькая. У нас носик мы уже вырисовывается, мы провязали. Так, воздушная петля подъема. Поворачиваем вязание. Так, сейчас. Поворачиваем вязание, и по затылку у нас будет теперь последнее расширение, то есть последняя прибавка на затылке. Также в первую петелечку мы вяжем 2 столбика без накида в 1 петлю. Провязываем. И идем на носик. Идем, идем, идем и оставляем в конце 3 петелечки.
3 петелечки. Так. Сейчас быстренько все провяжу. Но на самом деле тут я уже не считаю, потому что здесь главное фиксировать начало и конец ряда. Прибавляете вы или убавляете. Здесь, ну, сейчас в следующем ряду посчитаем. По идее должно быть 16, и мы сейчас убавим. То есть мы здесь 3, ой, здесь одну прибавили, а здесь сейчас 2 убавим. Вот смотрите, осталось 3 петли, 1, 2, 3. Я ввожу крючок в первую петлю, захватываю рабочую нить, вытягиваю. Также делаю во вторую, вытягиваю. И также в последнюю, в третью. Вытягиваю. Но дальше я не протягиваю через все. Смотрите, если протянуть через все, будет вот такая вот затяжка некрасивая. Мы сделаем вот такое убавление. Так, сейчас покажу. То есть мы держим плотно рабочую нить. Сначала протянули нить через 2 петелечки, потом опять через 2 и потом через 3. И видите, носик сразу сформировался такой красивый, и никакой затяжечки нет. И с обратной стороны тоже красивый. Вот такая убавочка. На носике получилась 1 воздушная петля, подъема и поворачиваем вязание. По идее у нас должно быть 14 петель. Сейчас посчитаем, да? Так, здесь на носике мы должны сейчас же убавить еще 1 петлю, потому что у нас резкий идет переход. В первую петелечку вводим, во вторую захватываем рабочую нить. И здесь через 3 петли также протягиваем. Через 3. Здесь я протянула через 3, потому что нам уклон в эту сторону, да, то есть влево нужен. Поэтому если я сделаю таким же способом, как здесь, то тогда уклон будет не очень такой резкий, да. Так, 1 петля. 2, 3, 4, 5, должно 12 получиться. 6, 7, 8, так, 9, 10, 11, 12, 13. 13 у нас 13 петелечек. Да, ну потому что было 14, мы действительно, мы же одно здесь убавили, получается 13. Правильно все. 13. 13 петелечек. Все, на затылке мы уже ничего не прибавляем, у нас идет просто подъем. 1 воздушная петля. Так, начинаем затылочек убавлять. То есть нам этого расширения уже достаточно. Вводим также в первую петелечку, во вторую и вместе провязываем. Убавили. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, 2 петельки последние, это мне вот-вот. 10, 10. А 11 и 12 я сокращаю. 11 и 12 сокращаю вместе. Вот так. 1 воздушная петля подъема. Также носик идет у нас на убавление. В каждом ряду носик мы сокращаем. В первую вводим и во вторую. И вытягиваем. Вот так. Чтобы не бугрился немножечко. Так. И затылок сокращаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, а 8 и 9 провязываем вместе. Оп, сократили. 1 воздушная петля. И сейчас мы вот как бы и на носике, и на затылочке сокращаем до тех пор, пока у нас не будет 6 петелек, потом еще 4, да, по-моему. Сейчас посмотрим, как будет по рисунку. 1, 2, то есть как голова будет красиво вырисовываться. Здесь убавили на затылке, пошли дальше. 2, 3, 4, 5, 6, а 7, 8 мы сейчас уберем. 7 и 8. Сократили. Воздушная петля. Поворачиваем. 1, 2. Вместе первую петлю также сокращаем. 2, 3, 4, а 5 и 6
мы провязываем вместе. Провязали вместе. Вот смотрите, я думаю, что достаточно. То есть если мы еще один рядочек провяжем, ну давайте сейчас посмотрим, еще один ряд на убавление, и тогда будет головка у нас более круглая. 1, 2, вместе провязали, 3, а 4 и 5 провязываем также вместе. Вот, и смотрите, какая у нас головочка получилась кругленькая. Вот, мы вывязали тельце мышки, обрезаем нить. Все, тело нашей мышки готово. Тело готово. Теперь сейчас мы будем вывязывать ушки и лапки. Вяжем ушки, делаем скользящую петлю и под нее так снимаем с пальца. Кто не умеет делать скользящую петлю, пожалуйста, смотрите в рекомендованном видео, я показывала урок. Так, 6 столбиков без накида в скользящую петлю. 6. Так, 2, аккуратно, 3, 4, 5, 6. Провязали и затягиваем. Так, затягиваем. Затянули. Теперь нам в каждую петлю, так, что-то не тут закрутилось, в каждую петлю мы должны провязать по 2 столбика без накида. В каждую петлю. То есть мы набрали сейчас 6 в первом ряду, да, мы провязали в скользящую петлю 6 столбиков. Теперь должно получиться у нас 12. Все, туго затянули. В первую петлю и в каждой последующей вяжем по 2 столбика в каждую петлю. То есть во втором ряду у вас получится 12 столбиков без накида. Провязываем. Можно даже, ну как бы, если в петель, это получается вязание по спирали, если вы путаетесь в счете, можете просто, ну, вернее, как бы внешний вид вас путает, то тогда можно считать. Вот сейчас уже у меня 4, должно получиться 12, да? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Значит, вот последняя петелечка моя из первого ряда. 11 и 12. Мы провязали второй, получается, ряд, да? Первый был в скользящую петлю. И в третьем ряду нам нужно, чтобы было 24 петли. Значит, мы в каждую петлю также вяжем по 2 столбика без накида. Должно получиться 24. 1, 22. И в последнюю петелечку еще 2 столбика. Все, 24 петли. Вот смотрите, наше ушко готово. Также вытягиваем ниточку и обрезаем. Сейчас нам нужно связать еще одну такую деталь. То есть нам нужно 2 такие детали. Провязываем. Теперь вывязываем лапки. Набираем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Первую петлю мы должны провязать, то есть не в первую, а во вторую, да, набирали 6, потому что одна петля подъема. Во вторую петлю делаем накид и вяжем пышный столбик. Пышный столбик из 3 незаконченных столбиков с накидом. 1 столбик с накидом, 2 столбик с накидом и 3 столбик с накидом. 3 столбика с накидом в одну петлю незаконченных. И теперь протягиваем нить через все. Вот так. Вот видите, такой вот пышный столбик. И дальше столбики без накида в каждую петелечку до конца ряда. Так, 1, 2, 3, 4 получается. Вот мы 3 столбика провязали. Мы набирали 6, 1 подъема, во вторую вяжем еще 3. И вот последняя петля, мы ее соединительным столбиком соединяем, и тогда лапочка у нас как бы завершение такое приобретет и становится не просто обрезанной, да, а такой с конусом. Нам таких лапок нужно провязать 2. То есть одну я провязала, и еще одну провяжите. Обрезаем нить. Вот такая лапка. Еще одну такую же вяжем. Все детали мышки готовы.
Теперь нужно заправить все ниточки, аккуратно заправляем все ниточки, то есть внимательно вдевайте под предыдущие ряды, вводим крючок и ниточку куда-нибудь вниз нужно заправить. Можно вдоль края, да, тогда ее вообще не будет видно. Все ниточки аккуратно заправляем. Так. Аккуратно, аккуратно. На всех деталях заправляем, и потом нам осталось только собрать мышку, то есть ее сшить. И так быстро, за 15 минут, мы с вами практически связали подарок на Новый год. Так, здесь у меня достаточно. Здесь можно сделать узелочек, чтобы лапочка у нас не распустилась. Вот, узелочек я сделаю на конце лапки. И потом с помощью вот этих ниточек я лапку присоединю к нашему основному телу, да, чтобы дополнительных ниток мне не вязать. То есть сделаем и ножку, и ручку. Пусть будет это ручка, а вот это будет ножка. Также здесь узелочек. И заправляем ниточки на ушках. И обрезаем ненужные нити. Я заправила все ниточки, подготовила инструменты, которые нужны нам для дальнейшего пришивания деталей к мышонку, к основной части. У меня 2 иглы, сейчас посмотрим, какая мне больше подойдет, то есть с широким ушком. Также нам понадобится основной цвет и 2 дополнительных, которые я показывала в начале. Итак, давайте сначала мы пришьем ушки. Так это будет, смотрите, вы выкладываете просто как вам нравится. Например, вот так, да, ушки мышонка. Сейчас мы сформируем черный носик, сделаем беленький глазик и с черной точечкой внутри. Ручки и ножки, лапочки, да, я не обрезала, потому что хочу сейчас продеть сквозь тело и с другой стороны заправить, а здесь потом можно пару стежков сделать, пришить, чтобы как бы зафиксировать, к телу прилегала, а эта часть она просто будет у нас болтаться. Так, я беру серый цвет, наш основной, отрезаю небольшую ниточку и заправляю ее в иголку. Еще я скажу, что я буду пришивать не такой толстой ниткой, а я ее поделю. То есть вот у нас плетение, да, ниточка, она состоит из 4 нитей. Я вот возьму только одну. Так вот вытаскиваю, и все, она достаточно крепкая ниточка. Поэтому в этом случае я возьму иголочку потоньше и в нее вдену нить. А потом, когда мы будем носик уже шить, вышивать, да, или глазки, то тогда иголка более с большим ушком нам понадобится. Так. Все, вдела иголку, делаем узелочек, небольшой узелок. Так. Все, и пришиваем ушки. Сначала сейчас выкладываем и смотрим, как нам нравится. Все, ушки у нас готовы. Приступаем к лапкам.
Как я уже сказала, лапочки я хочу продеть насквозь. Сейчас примерю, вот примерно, думаю, вот так. То есть где-то здесь я ввожу крючок и захватываю двойную ниточку от лапки, чтобы продеть. Вот так. И здесь тогда сразу видно, видите, как получается. То есть мне не надо, чтобы лапка так торчала. Я ее ниточки с обратной стороны сейчас заправлю и обрежу, а здесь небольшими стежками лапочку пришью. Также и ножка. Сейчас мы примерим, где она примерно. Думаю, вот так. Тоже ввожу крючок и захватываю двойную ниточку нашей лапки. Угу. Лапочку кладем как нужно нам. С обратной стороны ниточку заправляем, а с этой стороны мы просто лапочку также вот стежками здесь пришьем. Справа и слева небольшими стежками иголочкой пришьем. А с обратной стороны ниточки сейчас я заправлю в одну сторону и в другую, чтобы они у нас были зафиксированы. Лапки я пришила, приступаем к глазкам. В иголку с большим ушком я вдела небольшой кусочек белой ниточки. И сейчас нужно определить, где глазки. Я думаю, что зрительно вот примерно здесь. Я хочу сделать глазки. Мы продеваем белую ниточку, и нам надо, так знаете, как будто бы по кругу, то есть туда-сюда, туда-сюда, вот так вот стежками небольшими сделать глазик. Но если вы не хотите, например, чтобы с этой стороны было, то тогда надо не протыкать насквозь, а просто как бы через слой, вот так вот иголочку через слой продевать и все, прижимая через слой. Чтобы изнанка у нас была красивая. Просто у меня толстая иголка, поэтому сложно продевается. С большим ушком я тоньше у себя не нашла. Хотя здесь можно было, может быть, использовать и расслоенную ниточку. Но раз уже я так начала, буду так и шить. Так. Белое виднеется уже. Сейчас побольше сделаем. Еще вот в эту сторону. Ну, примерно вот так, я думаю, достаточно. Сейчас еще один стежочек, чтобы белое просто немножко серое отделяло. А когда мы сейчас сделаем черный зрачок, будет более выразительно. Вот так, белый глазик. Сейчас заправляю ниточку и вдеваю черную нить. Я вдела черную нить.
Смотрите, вот я на конце черной нити сделала узелочек. Вот вполне возможно, что нам достаточно будет. Сейчас вот я продену насквозь. Вот этого узелочка, как зрачок. Жик. Вот так, смотрите. Мне кажется, это вполне достаточно. То есть больше и не надо. С обратной стороны фиксируем и все. И глазик у нас готов. Сейчас я ниточку зафиксирую. Сделаю также узелочек здесь. Упс. И обрезаем. Так, теперь нам нужно вышить наш носик. Носик у нас будет уже тоже черный, но уже покрупнее. Не такой малюсенький, да? Обрежу лишнее. Вот так. И вокруг, примерно вот так, вокруг вот этого вот вверху, вокруг этого кончика нам нужно сшить носик. Сначала я буду такими стежками вот так. Такой носик. Аккуратно, не торопясь. Смотрите, как располагается ваша ниточка, чтобы плотненько было. Так. И сейчас немножко на кончик. Упс. И каждый раз делали стежочек и смотрите. Вот смотрите, уже вполне достаточно. Я вижу, что лишнего уже не надо. Упс. Так, не туда. Вот видите, опустилась вниз. Мы немножечко подправим. И поднимем повыше ниточку. И затягиваем. Так. Немного повыше. Угу. И затягиваем. Так, перешла опять сюда. Сейчас я ее между вот этим, чтобы белого не видно было, между ними я проложу еще одну ниточку. Ну все, я думаю, такой носик мне вполне достаточно. Нашу мышонку. Поэтому вот, смотрите, какая прелесть получилась. Фиксируем нить. Вот такой прелестный мышонок, символ 2020 года у нас с вами получился. Учитесь, дерзайте, у вас обязательно все получится. Если вам нравится видео, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии и, конечно же, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!